Всем привет! Сегодня проверим еще один рецепт. Приготовим мороженое за 5 минут без сливок. Посмотрим, как оно получится, вкусно или нет. Нам понадобится 2 банана, 2 персика, 100 мл молока и примерно 1 столовая ложка сахарной пудры. Бананы и персики должны быть очень спелыми. Бананы очищаем от кожуры, а из персика удаляем косточки. Затем полностью 2 банана нужно будет нарезать на кружочки толщиной примерно 3-4 мм, не толще. Персики тоже нужно будет нарезать на кусочки, толщина которой будет примерно такой же, как вы нарезали бананы. Затем берем большую миску, застилаем ее одноразовым пакетом, как я, либо же пищевой пленкой. И на этот пакет раскладываем кружочки бананов, таким образом, чтобы они не сильно налазили друг на друга. Когда вы разложите один слой, накрываем его еще одним пакетом и наверх на этот пакет продолжаем опять раскладывать кружочки бананов. И сразу же возле кружочков бананов, когда у вас останется место, можно смело раскладывать кусочки нарезанных персиков. Они вам не покусаются. Смотрите, на 2 слоя у меня все не поместилось, поэтому делаем еще третий слой и наверх раскладываем полностью все нарезанные персики. Затем эту миску с бананами и персиками отправляем в морозильную камеру и кружку с молоком тоже отправляем в морозильную камеру минимум на 2 часа. Нужно, чтобы все нам немножко примерзло. Если вы хотите ускорить процесс, каждый слой нужно будет раскладывать на отдельную тарелку и все отдельными тарелками укладывать в морозильную камеру. Итак, прошло 2 часа. Смотрите, персики и бананы уже примерзли. Но если взять персик либо банан в руки, они у вас должны будут ломаться. Они не должны быть так, как будто бы один сплошной камень. А вот молоко замерзло очень хорошо. Смотрите, внутри оно еще ломается, а по краям сплошная льдинка. Это очень хорошо. Далее нам понадобится чаша блендера. Ни в коем случае не погружной, именно чаша и 1 столовая ложка сахарной пудры. В эту чашу мы отправляем полностью все застывшие персики с бананами. Когда в чаше окажется примерно половина всего, нужно сразу же сюда отправить 1 столовую ложку сахарной пудры. Затем отправляем полностью все остальные нарезанные продукты. У меня чаша небольшая, примерно где-то на 1 литр, и в нее очень хорошо поместилось 2 замороженных банана и 2 персика. Дальше в чашу к бананам и персикам нужно будет отправить замороженное молоко. Смотрите, нужно будет добавить примерно 100-110 мл. Но добавляйте молоко не сразу, полностью все, а в 2-3 этапа. Когда все накроете крышкой, начинаем взбивать не сразу на полной мощности, а такими медленными движениями. Раз, два, три нажали кнопку, а только затем начинайте взбивать уже на максимальных оборотах и долго. Через некоторое время я беру вот так вот, наклоняю чашу с блендером. Таким образом все, что есть внутри, более хорошо будет перемешиваться и очень хорошо будет взбиваться. Где-то через минуту останавливаем, открываем крышку блендера и добавляем еще молоко. Но сейчас я стараюсь добавить молоко, то, что уже очень хорошо подмерзло. Оно как будто бы лед, но уже мягкий. Затем опять закрываем крышку блендера и уже на максимальных оборотах перемалываем еще все примерно 2-3 минуты. Ну и вот, посмотрите, что у нас в итоге получилось. Я вам скажу так, масса получилась действительно напоминающая мороженое. И посмотрите, молока у меня пошло примерно 100-110 мл, не больше. Раскладываем это все в порционные чашки, либо блюдца и начинаем пробовать. Я вам скажу так, в моей семье вкус разделился 50 на 50. Кому-то это очень сильно понравилось и напоминает хорошо мороженое, но мне все же это напоминает замороженный бананово-персиковый десерт. Этот вкус мне понравился лучше, нежели то, что я делал в прошлый раз, бананы с какао. И да, я там поломал блендер. Кому интересно, ссылка на тот ролик будет в описании под видео. Я вам скажу так, тот десерт был никудышним, а этот десерт стоит приготовить и попробовать. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, сравните 2 ролика и напишите свое мнение в комментариях. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!